Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку знаменитый, всемирно известный, любимый миллионами пламенный пирог. Эльзасский фламкухен или тарт-фламбе, как он называется по-французски. Печь я сегодня буду два варианта, мясной и яблочный, то есть и сладкий, и классический. Покажу, как его правильно приготовить в домашних условиях. Это ни в коем случае не дрожжевая пицца. Это бездрожжевое тесто, вот такое тонкое, так оно тонко раскатывается в миллиметр. Ароматнейший, вкуснейший пламенный пирог. Покажу классический эльзасский вариант с яблоками вот этого фламкухена, то есть пламенного пирога, огненного пирога. Готовится все это за 5 минут. Ни на что не похожий получается вкуснейший пирог с карамелизированными яблоками. Все покажу и расскажу в этом видео. Итак, сначала я приготовлю тесто. Тесто готовится элементарно просто. Итак, здесь у меня 250 грамм просеянной муки. Добавляю туда 4 грамма соли, 1 чайную ложку сахара без горки, 125 миллилитров воды. Вода просто комнатной температуры. 25 грамм растительного масла без запаха. И 1 чайная ложка, даже я бы сказала не полная, 9% уксуса. Все это я перемешиваю. Тесто очень податливое, оно очень быстро смешивается в такой комок. Уже оно не липнет практически сразу к рукам. Сейчас я его вот таким образом повымешиваю на столе. И первые 3 минуты я его подбиваю на столе. Очень помогает это любому тесту. Потом вот так вот пару минут его повытягиваю. Оно становится все более податливым. И минут 5 вот так вот я его вымешиваю просто на столе. Получается оно уже очень мягкое и нежное. То есть тесто должно быть уже очень подвижным. Смазываю сверху капли растительного масла без запаха. Убираю сейчас часа на 1,5-2. Вот так вот при комнатной температуре под пленку. И приготовлю лук. Здесь у меня 250 грамм лука. Нарезаю сейчас вот на такой терке полукольцами. Слайсы вот эти луковые, они должны быть действительно очень тонкими. Если у вас нету терки, вы можете, конечно же, это все нарезать ножом. Но толщина вот этих вот нарезанных долек, она должна быть действительно полупрозрачной тогда. Вот это очень важно. Сейчас я добавлю туда половину чайной ложки соли обязательно, чтобы лук отдал лишний сок. И оставлю его примерно на час вот так стоять, пока тесто у меня подходит. По прошествии часа, перед тем, как выкладывать этот лук на фламкухен, на пламенный пирог, обязательно нужно отжать сок из этого лука. И, естественно, это будет способствовать тому, чтобы лишняя влага у нас не присутствовала уже потом при выпечке на пироге и не мешала выпечке. Здесь у меня 300 грамм сметаны, 24% жирности. Добавляю маленькую, такую совсем малюсенькую щепотку соли и совсем немного черного перца. Кроме соли и черного перца никаких приправ туда не добавляется. То есть ни в коем случае ни приправы для пиццы, ни прованские травы, ничего не добавляется. На вкус это ни в коем случае не пицца. У меня прошло практически 2 часа. Тесто вот так очень хорошо расслабилось. Оно стало вот такое идеальное просто. Делю его сейчас, примерно на 3 такие равные части. Хотя последняя часть у меня будет меньше, чем 2 предыдущие. Поэтому последний фламкухен я уже испеку в такой практически овальной форме. Но это ничего страшного, я думаю, что это все понятно. Теперь моя задача раскатать вот этот корж в 1 миллиметр толщиной. Это очень податливое тесто. Вы можете все это в тестомесе замешивать. Я здесь 2 раза тесто это замешивала. Здесь я вам просто показываю 1 раз. Но на яблочный фламкухен я также замешивала вот 250 грамм муки и, соответственно, другие ингредиенты. То есть, когда я раскатала уже достаточно такой хороший коржик, скажем так, я его перекладываю на бумагу для выпечки, так как мы это все готовим в домашних духовках, поэтому по-другому здесь невозможно. То есть вот такая полупрозрачная толщина должна быть у теста. Сейчас 1/3 вот этой сметаны я выкладываю на корж. Ни в коем случае не больше. То есть сметаны здесь должно быть очень мало. Тонюсенький такой слой. 1/3 лука я выкладываю тоже. Вы можете белый лук брать. Здесь просто для видео я беру, чтобы вам попонятнее было, что это лук. Беру синий лук. И 125 грамм бекона. Бекон у меня покупной. Вы можете его аналоги здесь использовать. Сами нарезать все, что вам нравится. Главное, чтобы он был с такой подкопченной ноткой, ароматной.
И убираю сейчас выпекаться на 5 минут при температуре 250 градусов с конвекцией. Это в моей духовке, в заранее разогретой духовке и на перевернутом противне. И катаю уже следующий корж. Вот смотрите, насколько податливое тесто. На самом деле, меня спрашивали, когда я венский апфельштрудель готовила, яблочный штрудель, меня спрашивали, как приготовить постный штрудель. Я вот это тесто от фламкухена беру всегда на постный штрудель. То есть оно очень подходит также и для штруделя. Если кто-то захочет постный приготовить штрудель. Конечно, оно будет для штруделя, не такое вот вкусное. Но когда постный вариант, я всегда беру именно это тесто на постный штрудель. Оно, несмотря даже, что здесь постное, оно на штрудель идеально просто растягивается до очень-очень тонкого полупрозрачного состояния. И еще 1/3 сметаны я выкладываю на корж, то есть полупрозрачный слой сметаны. Действительно, здесь все должно быть очень полупрозрачное. И тесто, и сметана. Выкладываю опять 1/3 лука. Сок мы с него, естественно, отжали с этого лука. И 125 грамм бекона. У меня покупная упаковка, очень удобно. Можете даже меньше брать, но я беру вот упаковку вот этого бекона и убираю выпекаться, опять же, в заранее разогретой духовке 250 градусов Цельсия. С конвекцией выпекаю опять же 5 минут. Это в моей духовке. Возможно, в вашей духовке чуть больше или чуть меньше времени понадобится. Итак, первый фламкухен, пламенный пирог у меня уже испекся. Посыпаю его здесь просто для видео, для красоты зеленым лучком. Вы можете этого не делать. Обычно он не посыпается. 33 сантиметра примерно в длину и 28 в ширину. То есть фламкухен, он не должен быть таким круглым, как пицца. Он более квадратным всегда делается, что-то такое среднее. Как уж он получится, как его уже раскатают, так он и печется. В ресторанах, вот в Эльзасе и в Германии тоже у нас, я очень давно в Германии живу, он катается в такой вот, как я вот вам показываю, такой свободной форме. И так как Эльзас это раньше была часть Германии со столицей в Страсбурге, у нас в Германии этот фламкухен, он очень любим народом, наравне с пиццей, я бы сказала. У меня в семье фламкухен больше любят даже, чем пиццу. И готовлю я его поэтому очень часто. И именно вот пламенный пирог фламкухен. Многие его называют огненный пирог, но вообще фламе, по-немецки пламя, тарт фламбе это по-французски тоже. То есть он пламенный, по сути, пирог, если дословный перевод. Он обожженный пламенем сверху должен быть. И вот такой тонюсенький он получается. Смотрите, какие хрустящие у нас бока получается у него. Вот такой они тающий во рту. Если правильно приготовлено тесто, это ни в коем случае не дрожжевой пирог, фламкухен. Это всегда вот такой из тонкого бездрожжевого теста. И это не слоеное тесто должно быть. Это тоже уже не фламкухен получится. То есть обожженный пламенем пирог. Я знаю, что в ресторанах готовят его при температуре 300 градусов Цельсия. Это если в электрической духовке. Но в идеале его, конечно, готовят именно в каменной печи. И бока, когда в ресторанах его подают, они прямо обугленные бывают. Но я до этого не дохожу, поэтому я готовлю для своих домашних. И вот эта степень его готовности меня полностью устраивает. Итак, вот такие тонюсенькие коржи, как я уже сказала. Третий у меня корж, как я уже сказала, я его не очень ровно распределила. Получился самый маленький. И также убираю выпекаться, 250 градусов. Вот такой он у меня почти что круглый получился. Лук уже тот у меня крупный закончился, посыпаю таким мелким лучком и разрезаю также в горячем виде. Если нет конвекции, можно выпекать также 250 градусов Цельсия, но подольше немножко он будет у вас печься. И обязательно выпекаем именно в разогретой духовке. И смотрите, бывает так, что первый корж мы выпекаем 5 минут, а второй и уже третий, возможно, вам понадобится 4,5 минуты. Настолько оно быстро печется, это тесто. Начинка вся пропекается. Удивительная корочка у него получается. И смотрите, просто удобнее всего, конечно, с таймером его печь. Едят его очень просто, складывают начинкой внутрь. Берется он прекрасно в руки тогда. И вот так вот прекрасно его можно кушать. Теперь готовлю сладкий вариант с яблоками. Здесь у меня 300 грамм, 30% уже беру сметаны, малюсенькую щепотку соли, перемешала, отставила в сторону. 100 грамм сахара, 1 столовая ложка корицы, то есть корицы беру здесь много, это готовим с яблоками вариант. Тесто на 250 грамм муки я приготовила по этому же принципу, также его оставляла на 2 часа отдыхать, также на 3 фламкухена вот примерно этого же размера. Чищу яблоки. Удаляю серединку, нарезаю эти яблоки также на терке, на очень-очень тонкие слайсы. Можно
полукольцами, можно кольцами. Здесь у меня яблочки очень маленькие, поэтому мне буквально немножко не хватит этих яблок на 3 фламкухена. Но я потом подрезала еще с 3-го яблока, там четверть буквально, и у меня все хватило тогда. То есть яблоки, 2 крупных яблока берите, и яблоки нужно брать, чтобы они не текли, чтобы они не были очень сочными, чтобы они были вот такие, как сорт Боскоп. То есть серьезные такие яблоки нужны, которые не растекаются. Посыпаю 1/3 вот этой смеси сахара и корицы, также 250 градусов Цельсия, также с конвекцией выпекаю на перевернутом противне. 5 минут также пеку. Пока печется у меня первый пламенный пирог, я уже делаю второй, чтобы не терять времени. Это делается все очень быстро. Итак, яблочный фламкуchen у меня уже испекся. Вот так он выглядит. Удивительно вкусный. Вот эта сметанная начинка, тончайшее тесто, хрустящие боковинки, карамелизированные сверху яблоки. Яблоки за эти 5 минут полностью пропекаются. Вот эти тонюсенькие слайсы. Видите, какая красивая хрустящая у нас окантовочка получается. То есть это все делается буквально очень быстро. Я даже не могу передать. Тут нужно только управляться с ними. И подавать лучше всего в горячем виде. Прекрасно они складываются друг на друга. Это тесто также можно хранить ночью. Допустим, если вы его не успели переработать все, можно в контейнере в герметичном оставлять на ночь. В холодильнике ничего с ним не будет, но потом также прекрасно раскатывается, растягивается. Итак, выпекла я 3-й уже яблочный фламкухен, пламенный пирог. Прекрасный, ароматнейший, карамелизированная корочка сверху. Удивительный десерт, ни на что не похожий. Очень советую попробовать. И ни в коем случае это не дрожжевое тесто. Еще один вариант вам яблочного пирога. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.